Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим плюсы и минусы свиней породы дюрок. Хряки этой породы используются при трехпородной гибридизации свиней. Вообще при гибридизации свиней в качестве отцовских линий чаще всего используются хряки породы дюрок и хряки породы пьетрен. Причем хряки породы дюрок для гибридизации используются намного чаще, чем пьетрены. И у меня есть информация, что хозяйства, которые занимаются гибридизацией свиней, потихоньку отказываются от пьетренов в пользу дюрков. Почему так? Во-первых, дюрки хорошая порода, которая используется уже достаточно давно. Конечно, как и любая другая порода, они имеют ряд своих преимуществ, так и ряд недостатков. Но недостатков не так уже и много. К самым главным достоинствам этой породы можно отнести то, что дюрки дают выносливое и однородное потомство, производят жизнеспособных поросят, и у дюрков мясо с небольшим содержанием жира. К плюсам дюрков также можно отнести высокую рождаемость, а также и способность очень быстро расти и набирать живую массу. Дюрки достаточно хорошо приспосабливаются к различным условиям содержания, в отличие от тех же пьетренов. Дюрки очень хорошо себя чувствуют и на постоянном выгуле, и в загонах. Мясо у дюрков исключительного качества по многим показателям, хотя и несколько более жирное, чем у пьетренов. К достоинствам дюрков можно также отнести и их спокойный нрав. Дюрки не кусают ни хозяев, ни друг друга и не проявляют агрессии к своему потомству. И как вишенка на торте, а может быть и наоборот, это и самый главный козырь дюрков, что потомство хряков породы дюрок дает высокий среднесуточный прирост от рождения до убоя и отличную конверсию корма. Поэтому, используя породу дюрок в качестве терминальных хряков, можно получить больше свинины при меньших затратах. Что касается недостатков этой породы, то здесь следует отметить то, что свиноматки этой породы малоплодны. Где-то на уровне 10 поросят в помете. С одной стороны это мало, а с другой стороны это все равно больше, чем у тех же пьетренов. Так же, как и пьетрены, дюрки требуют комбикормов, которые в своем составе содержат много белка. Это понятно. Я бы даже это не стал ставить дюркам в минус. Ведь что дюрки, что пьетрены – это мясные породы свиней. А раз так, то они должны питаться комбикормами, которые в своем составе содержат много белка. Причем белка, который сбалансирован по аминокислотному составу. Свиньи – это же не крупный рогатый скот, которые белок могут производить даже из соломы. Благодаря рубцовому пищеварению. Свиньям нужен белок в кормах. Одним из минусов дюрков есть то, что они больше восприимчивы к всевозможным заболеваниям. И особенно к заболеваниям верхних дыхательных путей. Можно и дальше искать какие-то минусы и плюсы свиней породы дюрок. Но, наверное, это будет не совсем правильно. Ведь никто же не выращивает чистопородных дюрков для производства свинины. Это невыгодно. Вся ценность дюрков, точно так же, как и пьетренов, в том, что при скрещивании их со свиноматками других пород, эти хряки передают потомству свои мясные качества. А те качества, которые я отнес к минусам породы, они не передаются. Или передаются в очень незначительных количествах. Если сравнивать дюрков и пьетренов, то пьетрены свои мясные качества передают несколько лучше, чем дюрки. Но не надо думать, что это какая-то очень большая разница. Эта разница в пределах 5, может чуть больше процентов. Потомство, полученное от дюрков, растет быстрее и имеет лучшую конверсию корма, чем от пьетренов. В промышленном свиноводстве, чтобы получить максимальный эффект гетерозиса, применяют а чаще трехпородное скрещивание. Двухпородное скрещивание – это получение гибридов F1. F1 – это когда ландрасов скрещивают с крупной белой. Такой двухпородный гибрид уже сам по себе имеет высокие откормочные свойства. И раньше именно этот гибрид и был основой промышленного свиноводства. А потом, когда увеличился спрос на более постное мясо, то ремонтных свинок гибридов F1, чтобы увеличить выход мяса, стали скрещивать с хряками других пород. Чаще всего это пьетрены или дюрки. Но дюрки, как я уже сказал, используются более широко. Дюрки используются в так называемой датской системе гибридизации, а пьетрены в испанской. Если брать экономические показатели, то использование терминальных хряков породы дюрок получается более выгодно за счет более быстрого роста и более низкой конверсии корма у потомства. Можно, конечно, поспорить, у каких гибридов свиней мясо лучше, но все это уж очень относительно. Все это является предметом предпочтений потребителей. Где-то предпочитают более постное мясо, а где-то более жирное. Это уже маркетинг. Все определяет рынок и экономическая выгода. Могу с уверенностью сказать, что гибрид, который в конечном итоге даст хотя бы на 1% больше лучший экономический эффект, все равно победит.
по крайней мере сейчас, когда для большинства людей важно не столько качество мяса, а его цена. А если это будет не 1%, а 2, 3, а то и целых 6%, то тут даже спорить нечего. Конечно, победит тот гибрид, который экономически более выгоден. Пока что гибриды с участием дюрка в качестве терминального хряка в большинстве случаев побеждают, так как эти гибриды в настоящее время проявляют более высокую продуктивность, жизнеспособность и мясные качества. Поэтому, на мой взгляд, промышленное свиноводство в ближайшее время все-таки будет отдавать предпочтение дюрку при трехпородной гибридизации. Буду благодарен, если в комментариях вы поделитесь своим опытом работы как с дюрками, так и с пьетренами. Интересно сравнить разный опыт. Внизу под видео смотрите файл с информацией о том, где можно приобрести свиней, или сперму хряков породы дюрок. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!